Всем привет! Революционный этюд – это этюд для фортепиано до минор, сочинение 10, номер 12. В связи с последними событиями несет более осмысленно понятный посыл, который вложил в него польский композитор Фредерик Шопен. Жанр этюда достаточно свежий. Он появился и окончательно приобрел свои черты только в XVIII веке. Само слово перекочевало из живописи и значит приблизительно то же самое. Это некая подготовительная работа, которая проводится учеником для того, чтобы можно было приступить к исполнению чего-то большего. Изначально музыкальные этюды, как сочинения, были предназначены для выработки техники и виртуозности. Они, как правило, не имели художественного образа. Но Фредерику Шопену удалось вдохнуть смысл в этюды. Несмотря на то, что все этюды Шопена развивают какой-либо один тип фортепианной фактуры, октавная техника, двойные интервалы, арпеджио, каждый из них представляет собой законченную пьесу, гармонически и мелодически яркую и запоминающуюся. Первые этюды Шопен написал и издал в 1833 году. Какие-то он создал раньше, но вышли они все под общим 10-м опусом. В сентябре 1831 года, находясь в Штутгарте и получив весть о падении Варшавы, Шопен пишет свой доминорный этюд. В этом произведении ясно наметились принципы нового периода творчества Шопена. Музыка польского композитора и виртуозного пианиста отличается искренностью пережитых событий. В ней есть вся палитра чувств, которые только может пережить человек за свою жизнь. Начало XIX века для истории Польши связано с весьма тяжелыми событиями. Польские патриоты готовили восстание против российского царизма. Шопен боялся уезжать, оставляя родных и близких в столь накаленной обстановке. Каждый день его угнетали мрачные предчувствия, касающиеся судьбы Польши. Своими переживаниями композитор делился в письме, которое было адресовано другу, Титусу Войцеховскому. Цитирую. «Нет сил назначить день отъезда. Мне представляется, что я уезжаю, чтобы навсегда забыть о доме». Но уехать все-таки пришлось. 11 октября 1830 года была назначена дата прощального концерта в Варшаве. Композитор тогда блестяще исполнил свой новый фортепианный концерт ми минор и фантазию на польские темы. Зал ликовал, а Фредерик решил остаться в родной стране еще на несколько недель. 1 ноября друзья устроили ему прощальный вечер. В качестве подарка после ужина друзья подарили композитору серебряный кубок, наполненный польской землей. Шопен хранил его до последних дней в знак преданности своей родине. На следующий день, 2 ноября 1830 года, он собрал вещи и уехал из Польши. Как оказалось, навсегда. Снова начались гастрольные дни. В конце ноября, уже в Вене, композитор узнал о драматических событиях, произошедших в Польше. Узнав о восстании, он собирался вернуться в Варшаву, но уговоры отца убедили его остаться. В сентябре 1831 года, когда композитор находился в Штутгарте, восстание в Польше было подавлено, а Варшава была сдана. Эти новости стали настоящим потрясением для Шопена, который верил в победу соотечественников. В этот момент в его творчестве происходит перелом. Боль, переживания и отчаяние выливаются в творчестве. Композитор начинает писать свой знаменитый революционный этюд. Завершил сочинение он уже в Париже, в конце сентября 1831 года. В своем дневнике в очень эмоциональном духе композитор писал о своих переживаниях, желая мести Российской империи. При жизни Шопена этот дневник всегда находился при нем. После смерти же дневник вернули в Варшаву, где до 1939 года он хранился в Национальной библиотеке. После захвата Варшавы немцы перевезли его в библиотеку Красинских, где он в 1944 году сгорел вместе с другими шопеновскими документами, которые там также хранились. К счастью, сохранилась фотокопия. Она и является теперь первоисточником. Записи с 14 страницы
в Штутгартском дневнике, так он теперь называется, сделанный в период его нахождения в немецком городе в сентябре 1831 года. То есть в то время, когда композитор узнал о подавлении русскими войсками польского восстания и о взятии Варшавы. Находившийся в Штутгарте композитор не знал о судьбе своих близких. Известие о том, что его семья и друзья не пострадали, композитор получил гораздо позже, уже в Париже. Так, как он писал в этом дневнике, больше Шопен не писал. В сентябре 1831 года он сделал в числе прочих следующие записи. Цитирую. «Отец, мать, дети, все, что мне всего дороже. Где вы? Быть может, трупы? Быть может, москаль подшутил надо мной? О, подожди, жди. А слезы? Давно уже не лились? Откуда это? Ведь мной уже давно овладела бесслезная печаль». После же, когда Шопен узнал о взятии Варшавы, он сделал следующую запись. Цитирую. «Я писал предыдущие страницы, ничего не зная о том, что враг в доме. Предместья разрушены, сожжены. О Боже, и ты существуешь. Существуешь и не мстишь. Или тебе мало московских злодеяний, или ты сам москаль. О, отец, такова отрада твоей старости. Мама, страдалица, нежная мать, ты пережила дочь, чтобы увидеть, как москаль по ее костям ворвется терзать вас». Те дни в Штутгарте изменили его существо. Кончилась юность. И вот в таком душевном состоянии Шопен и создает свой бессмертный шедевр. Хочу обратить внимание на такой малоизвестный факт. Эльснер, учитель Шопена, позже настоятельно рекомендовал Шопену написать оперу на сюжет о польском восстании. Так отец Шопена в одном из своих писем к сыну передает эту просьбу Эльснера. Цитирую. «Он бы хотел, чтобы эти качества у тебя сохранились. Лишь в операх они выявятся с полной силой, и каждый поймет тогда, кто ты, и это сразу привлечет к тебе немало сторонников. Особенно теперь, когда там так много наших. Ты больше, чем кто-либо другой, можешь произвести впечатление своей музыкой. Эльснер советует тебе в случае, если кто-нибудь напишет вещицу о тех временах, когда мы были в разлуке, чтобы ты потихоньку занялся сочинением музыки к ней, и чтобы ты ни в коем случае не отклонял подобных предложений». Одно время Шопен думал о создании оперы, но все же написал этюд. Этюд до минор – первое героическое произведение Шопена, выражающее его отношение к восстанию и ставшее образцом для последующих концепций композитора. Такты с 1 по 10 – это драматическое вступление, фанфарные удары доминант септаккордов, волнообразные пассажи левой руки создают импульсивность, вихрь движения. В пунктирных интонациях героической мелодии прослеживаются черты польского народного танца. Не покидает ощущение тревожности, боли и надрыва. Повторное проведение мелодии приводит к триумфальному мажорному эпизоду, словно все надежды воскресают из лавы переживаний. Но этот миг канет в бездну. Мелодия прерывается хроматическими интонациями. Нисходящие интонации ускоряются и уносят в мир скорби. Безвозвратность и безнадежность. Сборник с этим этюдом был опубликован в июне 1833 года. Издание под опусом 10 содержит в себе 12 произведений и посвящено другу, знаменитому пианисту Ференцу Листу. Именно он, услышав этюд до минор, назвал его революционным. Революционный этюд Шопена – это запечатленная в музыке трагедия. В этой миниатюре отразился взгляд творца на историю. В современное время этот этюд – одно из самых популярных произведений музыкальной литературы, музыкальный символ Польши. В наше время этот этюд часто исполняют сверхбыстро. В результате исполнение очень часто напоминает не художественный акт, а спортивное состязание.
Его буквально исполняют на скорость. При этом, очевидно, утрачивается весь накал и драматизм. Шопен завещал свое сердце Польше. После смерти композитора его сердце было перевезено в Варшаву. Оно замуровано в одной из колонн собора Святого Креста. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!